Приглашаю всех на Бусти, где на моем канале публикуются эксклюзивные видео без рекламы и тормозов. А так как здесь нет вообще никаких ограничений, то вас ждет очень интересный контент различного формата. Подписка стоит символические 100 рублей. Прошу вас поддержать мой новый канал. Ссылка в описании. Всем очередной привет, любители двухколесных. Сегодня у нас на обзоре весь модельный ряд 2025 модельного года, который выкатила итальянская компания MV Agusta. Начать я хочу с невероятного спортбайка в ретро-стиле MV Agusta Super Veloce 1000 серии Aro, который отсылает к легендарному супербайку из прошлого MV Agusta F4 750 серии Aro. Мотоцикл оснащается 998-кубовой рядной четверкой, которая выдает 208 лошадиных сил и 116 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни спортбайк выстреливает за 3 секунды, от 0 до 200 за 7,8 секунды, а максимальная скорость по заявлению компании превышает отметку в 300 км в час. Сухая масса мотоцикла 209 кг, плюс 16-литровый топливный бак. Средний заявленный расход топлива, похожий на правду, 6,8 литра на 100 км. Если вы задумались о покупке, то спешу вас огорчить. Всего будет выпущено 500 экземпляров, и они уже почти все заказаны поклонниками марки, которых не останавливает даже цена в 80 тысяч евро за этот шедевр. MV Agusta Brutal 1000 RR. Двигатель именно от этого Naked и получил Super Veloce 1000. Здесь 998-кубовая рядная четверка выдает ту же мощность, 208 лошадиных сил и 116 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни Brutal 1000 RR разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость, если вы сможете усидеть, около 300 км в час. Сухая масса мотоцикла 203 кг плюс 16 литров топлива. За новенький MV Agusta Brutal 1000 RR сейчас просят 33 тысячи евро. Базовая версия RS стоит 24 тысячи евро. Также для любителей всего редкого имеется версия Ascent, выпущенная тиражом в 300 штук. Цена 46 400 евро. MV Agusta Brutal Rush 1000. Этот гипернейкед основан на Brutal 1000 RR, однако, как утверждает производитель, он заточен под драг-гонки. Поэтому из той же рядной четверки с помощью гоночного комплекта выжили еще больше мощности. Теперь она составляет 212 лошадиных сил и 116 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает 3 секунды. До 200 км в час 8,3 секунды. Максимальная скорость свыше 300 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,8 литра. Цена 51 500 евро. Тур Enduro MV Agusta LXP, который имеет две версии. Дорожный Enduro Veloce стоит в Италии 19 900 евро. За внедорожную Ореоле просят уже 30 600 евро. Вне зависимости от версии, мотоцикл оснащается трехцилиндровым двигателем объемом 931 кубический сантиметр, который выдает 124 лошадиные силы и 102 ньютон-метра крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает 3,7 секунды, максимальная скорость свыше 220 км в час. Сухой вес мотоцикла 235 кг, плюс бак емкостью 20 литров. Средний заявленный расход топлива 5,6 литра на 100 км. Подвеска на обеих версиях имеет ход 210 мм и спереди, и сзади. Высота по седлу регулируется от 850 и до 870 мм.
Мощный и красивый спортбайк MV Agusta F3 в этом году имеет аж 4 версии. Базовая R стоит 19 500 евро, версия RR 22 тысячи евро, RC 23 тысячи евро. Ну и самая дорогая и производительная компетиционная, что в переводе гоночный, стоит уже 34 тысячи евро. Все они оснащаются рядно 798-кубовой тройкой, которая в первых трех вариантах выдает 147 лошадиных сил и 88 ньютон-метров крутящего момента. А вот в компетиционе с нее выжили аж 160 лошадиных сил. Сухая масса мотоцикла 192 килограмма, плюс бак на 16,5 литров. Разгон от 0 до сотни занимает менее 3 секунд. Максимальная скорость 240 км в час. У компетиционной, которая легче остальных на 14 кг, 270 км в час. Также F3 продается и в ретро-стиле под названием MV Agusta Super Veloci. Внешний вид этого мотоцикла вдохновлен славным гоночным наследием компании. Мотоцикл имеет 3 версии стоимостью от 20 и до 31 тысячи евро. Характеристики спортбайка полностью идентичны F3, разница только во внешнем виде. MV Agusta Turismo Veloci. Этот спорт-турист оснащается тем же двигателем, что F3, однако его перенастроили на отдачу на более низких оборотах, и теперь рядная 798-кубовая тройка выдает 110 лошадиных сил и 84 ньютон-метра крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает около 4 секунд, максимальная скорость 230 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Сухая масса мотоцикла 213 кг, плюс топливный бак объемом 21,5 литра. Мотоцикл по степени оснащенности имеет 3 версии. Самая доступная R стоит 16 тысяч евро, Lusso SCS 20 тысяч евро и самая дорогая RC SCS стоит 21 тысячу евро. MV Agusta Brutal — это младшая версия Brutal 1000 RR, которая оснащается все той же рядной 798-кубовой тройкой, причем она выдает разную мощность в зависимости от версии. Самая слабая и дешевая R выдает 110 лошадиных сил и 80 ньютон-метров крутящего момента. Цена от 15 тысяч евро, а версия RR, за которую просят уже 17 тысяч евро, выдает 140 лошадиных сил и 87 ньютон-метров крутящего момента.
От 0 до сотни Naked в обоих вариантах разгоняется за 3,5 секунды, а вот до 200 версия R добирается за 12,3 секунды, а RR за 10 секунд. Расход топлива тоже разный, слабая версия кушает 5,1 литра, полносильная 5,9 литра, бак вмещает 16,5 литров. Ну и заканчивает выпуск MV Agusta Dragster. Это внешне более агрессивная версия Brutal. Здесь тот же трехцилиндровый двигатель, который имеет ту же мощность, это 110 лошадиных сил у версии R, которая, правда, стоит дороже, чем у Brutal, 16 тысяч евро, и 140 лошадиных сил у остальных версий, которых здесь еще целых 3. Версия RR RCS стоит 19 тысяч евро, просто RR 20 тысяч евро, и самая дорогая RC SCS стоит 21 тысячу евро.